Царство Норик. Возможная прародина славян. Нестор Летописец одной своей фразой определил 1000 лет поисков прародины славян. С его слов славяне сначала сидели на Дунае, в римской провинции Норик, и прозывались нориками, прежде чем пришли в Восточную Европу. Никак не поясняя этого тезиса, летописец заставил ломать голову ученым уже многие сотни лет. Как славяне оказались в границах Рима? Почему у них тогда свой язык, если они обитали в центре кельто-италийского окружения? Почему мигрировали и почему не сохранили воспоминания об этом? Почему окружающие народы никаких славян Норики не помнят? Ошибался ли Нестор? Может, просто приукрасил и удлинил историю славян таким образом, что не знал о колоссальных нестыковках? Давайте проверим. Норик – это царство в нынешней Австрии и Словении, где изначально жило племя таврисков, достоверно кельтского происхождения, чье имя переводится как «горцы». Их земля была настолько богата золотом, что на его добычу приходили даже рудокопы из Рима, и за пару месяцев работы добыли его столько, что обрушили цены на металл по всей империи. После чего тавриски прогнали всех иноземцев, но о богатстве их земель стало известно слишком многим. Тавриски выступали на стороне галлов в войне с Римом. Затем они потерпели поражение от даков, когда в союзе с кельтами-боями помогали тем занимать земли Богемии. Наконец, их землю разорил набег кимвров. Римляне пишут, что норики – иллирийское племя, которое вместе с кельтами и венетами поселилось в этих землях и сделало столицей город Норею. При этом Норик был богат и железом, что составляло даже большую часть дохода царства, чем золото. На землях Норика римская армия была разбита кимврами, а затем там уже появился постоянный римский гарнизон, и царство стало продолжением империи. Под властью Рима провинция почти 300 лет не знала войн и крупных вторжений, что привело к расцвету территории. В Норике имелся свой царь, чеканила золотая монета, население поклонялось двум божествам, отцу и матери, чьи названия не сохранились. Остались надписи, по которым можно предполагать особый норийский язык, родственный кельто-иллирийским. После падения Рима Норик стал проходным двором для варварских племен. Там останавливались гунны, готы, алиманы, бавары, лангобарды. Наконец юг заняли славяне, а на севере проходила граница аварского каганата. Так славяне или норики? У них кельтский язык и алфавит, они рудокопы и моряки, в то время как славяне – земледельцы и жители лесов. Антропологические типы характерны для нынешних жителей Балкан, а не для восточных славян. Имена царей – Экео, Боро, Тинео, Ату, Экритусара, Вокио – совершенно не славянские. Наличие монет, царей и городов в Норике показывает, что отсутствие всего этого в первой столетии Киевской Руси говорит о разном происхождении народов. Откуда же взял Нестор утверждение, что норики – это славяне? Скорее всего, кельтская миграция на восток затронула и будущих славян. Убегая от Рима, кельты-бои оказались в Чехии, бастарны в Прибалтике, а галаты дошли даже до Турции. Какая-то часть кельтского населения Норика могла оказаться среди славян, благо кельтское влияние неоспоримо, чтобы затем оставить память о своей бывшей родине. Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дорогие друзья, критики и те, кто видит мои видео впервые, хочу анонсировать вам перезапуск Boosty и Patreon на моем канале. Не секрет, что YouTube довольно жесткая система со строгой модерацией, как с точки зрения правил поведения, так и тематики видео. Многие темы являются табуированными, закрытыми, не подлежащими обсуждению, что сильно сковывает тематику. И поэтому на Boosty для россиян и на Патреоне для иностранных зрителей будут свободные видео на те темы, раскрытие которых на YouTube будет невозможным и грозит всевозможными карами. Например, есть ли отличия в интеллекте у разных расовых типов, красивы ли дети от браков разных народов или это миф, почему женщины предпочитают иностранных мужчин и как с этим связана биология, и вообще как ведется половой отбор и наследуются признаки, какова роль разных народов в революциях и войнах прошлых веков, почему Гитлер истреблял евреев, была ли советская власть благом для русского народа или истребила его, существует ли черный расизм, и многое-многое другое. Подписывайтесь на Boosty и Patreon и получайте доступ к эксклюзивному контенту и обсуждениям.